Иногда мне кажется, что в тот день я должна была заметить что-то важное. Какую-то мелочь, взгляд, жест, недосказанность. Все было таким простым, таким обычным. Ань, я права? Ну скажи, классный сериал? Даш, без обид. Сериал нормальный, но не шедевр. Ты просто влюбилась в главного актера. Так, уважай мой вкус. Между прочим, этот человек мой будущий муж. Ну-ну. Тогда в очередь становись. Тебе придется разбираться с тысячами его фанаток. Ой, пусть попробуют. Расступились. Работает Даша сердцеедка. Я не могу с тебя. Не, ну а что? Жизнь это и есть кино. Только не всегда с хорошим концом. Фотку? Давай. Моя лучшая подруга на все 1000 жизней. Что ты так решила фоточку выставить, а? Да просто, почему нет? Если бы я знала, что это будет наше последнее фото, я бы сказала ей что-то другое. Может, просто еще раз повторила бы, как сильно я ее люблю. Кстати, как насчет выходных? Я хочу выбраться куда-нибудь подальше от города. Ой, ты опять хочешь зависнуть в лесу с термосом кофе? Конечно. Ты же знаешь, как я люблю эти моменты. Мы, природа, разговоры по душам. Давай спланируем. Главное, чтобы ничего не помешало. Да? Я бы, наверное, поехала сделать шашлычков в каких-нибудь лесопарке, взять каких-нибудь игр. Как думаешь? Думаю, Уно или, может, карты, чтобы играть в дурака. О, да, кстати. Ты Или Монополию. Ты будешь... Нет, мы должны... Если бы я знала, что это наш последний вечер, я бы не позволила ей уйти. Я бы просто сидела рядом, держа ее за руку. Знаешь, Ань, мне иногда кажется, что мы так часто разговариваем о будущем, что забываем жить настоящим. Что за философский настрой после 2 чашек чая? Ага, чай с нотками осознания, бренности бытия. Ну и к чему ты клонишь? Да ни к чему. Просто вот думаю, что все может измениться в любую минуту. Вот сегодня ты сидишь, пьешь свой чай, а завтра бац, и все по-другому. Ладно, ты меня пугаешь. Может, закажем еще по десерту, чтобы сгладить этот философский кризис? Ну ты, как всегда, решаешь проблемы с помощью сахара. Что? Опять в Инстаграм? Да нет, для себя. Я тогда не придала значения этим словам. Но теперь они звучат в моей голове снова и снова. Пошли. Ну что, по домам? Наверное. Ань, хотя завтра расскажу. Ты же знаешь, что я терпеть не могу ждать. Может, хотя бы намек? Никаких намеков. Терпи. Завтра. Завтра. Это слово никогда больше не будет для меня прежним. Слышала, что случилось. Позвони мне срочно.
Аня, Даши больше нет. Говорят, что в такие моменты время замирает. Но нет, оно рушится. Оно превращается в тысячи острых осколков, которые впиваются в сердце. Что? Как нет? Это какая-то ошибка. Вчера же мы виделись. Аня, это правда. Ее машина сбила. Вчера, поздно вечером. Да, это бред какой-то. Я сейчас ей позвоню. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Я перечитываю наши переписки. Там столько слов. Но больше всего я слышу пустоту между нами. Почему я не позвонила ей вчера вечером? Почему не спросила, как она? Ань, ладно, я завтра расскажу. Какое завтра? Завтра больше не будет. У нас была традиция. Иногда мы писали друг другу письма. Теперь я бы отдала все, чтобы получить еще одно. Еще хоть одно слово от нее. Здравствуйте, вам письмо. Распишитесь вот здесь. Угу. Ань, ты знаешь, я не всегда умею говорить вслух то, что чувствую, но мне нужно, чтобы ты знала, ты самая важная часть моей жизни. Ты тот человек, который всегда был рядом, даже когда сама не понимала, кто я. Помни, ты всегда будешь моей лучшей подругой. П.С. До завтра. Завтра. Оно всегда казалось таким далеким, но на самом деле было ближе, чем мы думали. И оно не пришло. Когда-то этот дом был местом, где мне всегда были рады. Теперь он кажется чужим, холодным. Как будто вместе с ней исчезла часть самого воздуха. Спасибо, что пришла, Анечка. Проходи. Как вы? Да, живу как-то. Я хотела поговорить с тобой, потому что ты была ее самой близкой подругой. Конечно. Мне кажется, что Даша, что это все не случайность. На самом деле... Тетя Лен, а что случилось на самом деле?
Завтра. Снова это слово. Оно должно было быть. Оно должно было случиться. Но теперь оно навсегда осталось в прошлом. Это она вам написала? Думаете, ее... Я не знаю. Но она явно что-то хотела рассказать. Что она хотела сказать? О чем она боялась признаться? Я не знаю, что это значило. Но она вела себя странно последние недели. Ее что-то тревожило. Она постоянно оглядывалась и говорила, что ей кто-то пишет. Что? Кто пишет? Куда? Сообщение. Но я проверила ее телефон, и там ничего необычного. Сообщения могли удалить. Может, она намекала, кто ей пишет? Она никогда не говорила мне прямо, но чувствовала, что это было что-то важное. А полиция? Что они говорят? Они просто назвали это несчастным случаем. Водитель сказал, что она выскочила на дорогу слишком резко. И дело закрыто. И вы ему верите? Я не знаю, Аня. Она не была той, кто бросается под машины. Всегда смотрела по сторонам, всегда осторожничала. Вы думаете, это не случайность? Я думаю, что кто-то знал, что с ней должно было что-то случиться, и она это тоже знала. Эти слова бьют меня в грудь. Даша знала, что ее что-то ждет. И она пыталась предупредить меня, маму, но мы не поняли. А у нее были враги? Может, кто-то преследовал ее? Я не уверена. Хотя, знаешь, один раз в разговоре по телефону она упомянула имя. Какое имя? Олег. Первый раз слышу. Мне она не говорила ни про какого Олега. А кто это? Она говорила что-то о нем? Нет, только один раз. Но после этого она изменилась, была нервной. А потом ее не стало. Привычки. Самая жестокая штука на свете. Они остаются, даже когда человека уже нет. Ты все еще пишешь ему, ждешь ответа, думаешь, что он вот-вот появится в сети. Но этого никогда не случится. Что-то важное? Да нет, просто ерунда. Ты уже второй раз за вечер так делаешь. Что там? Да ничего, просто один человек достает меня. А кто? Да неважно, забудь. Давай лучше поговорим о чае. Почему мы всегда берем чай, а не кофе? Потому что после кофе ты начинаешь нести бред в 2 раза быстрее. Может, я просто гений, которого никто не понимает. Гений, который 15 лет уже не может запомнить номер моей квартиры. Начинается. Катя, привет. А ты что тут делаешь? Чего не позвонила? Привет, сори, сама не знала, нормально ли это приходить без предупреждения.
Да, все нормально. Проходи. Что-то случилось? Я хотела поговорить о Даше. О Даше? Что именно? Я не знаю, важно это или нет, но Даша в последние дни была странной. Она часто выходила с пар, не брала телефон. И однажды я видела, как она возле университета с кем-то разговаривала. Но как только я подошла, этот человек ушел. Да, ты не первая, кто говорит мне про ее странное поведение. Ты не знаешь, кто этот человек? Не знаю. Высокий, в черной куртке. Может, это и есть Олег? Какой Олег? Ты знаешь, кто это? Пока нет. Но я выясню. Думаешь, Даша ввязалась во что-то стрёмное? Может и так. Что там в универе? Даша, Даша. Во что же ты вляпалась? Что-то происходило за моей спиной. И Даша хотела, чтобы я знала. Но теперь мне предстояло выяснить правду самой. Иногда тишина становится громче любых слов. Она давит, заполняет собой все пространство. И ты ждешь чего-то, кого-то. Хотя знаешь, что этого не случится. Кто ты? Это плохая шутка. Остановись, пока не поздно. Фух, чуть не опоздала на пару. Пробки, жесть. Выглядишь ужасно. Ты в порядке? Что такое в порядке, Катя? Мне пишет неизвестный номер. Этот человек знает правду про Дашу. Что он пишет? Да что-то вроде «не лезь не в свое дело». Ты думаешь, это связано с тем парнем, которого я видела? Олегом? Я не знаю. Но я хочу это выяснить. Ты уверена, что это хорошая идея? Если Даша боялась, может, тебе и вправду стоит остановиться? Если бы со мной что-то случилось, Даша бы никогда не остановилась. Ладно. И что ты собираешься делать? Для начала найти этого Олега. Если он что-то знал о Даше, то он знает и то, что произошло. А если он не захочет говорить? Тогда мне придется найти способ заставить его рассказать.
Кать, я дальше сама. Ты лучше в это не вмешивайся. Слушай, ну скажи же, у меня талант находить лучшие пекарни в городе. О, да. Тебе пора завести свой канал на Ютубе. Будешь обзоры булочных делать. О, и назову его «Булка-обзор». Лучше Дашкины булки. Да что? Что такое? Да ничего, просто опять этот странный номер. Какой номер? Неважно. Просто кто-то путает меня с кем-то. Ну, если бы я получала странные сообщения, я бы сразу заблокировала этот номер. Блокировка не выход. Отлично. Зачет на завтра перенесли. Есть шанс хоть что-то выучить. Но мне это не заливай. Привет. Надо поговорить. Если ты про Дашу, то... Да, я знаю. Ты сказала не лезть, но я кое-что нашла. Смотри. И что тут полезного? Какие-то пропавшие люди, несчастные случаи. Вот именно. Каждый год в городе почти в одно и то же время начинает пропадать несколько людей или происходить несчастные случаи. И знаешь что? Как раз за 2 года до того, как Даша... Продолжай. Пропал некий Олег Лапин. Ну, мало ли Олегов. Тем более, как он мог встречаться с Дашей, если он пропал? Не все так просто. Отец одной из пропавших девушек утверждал, что видел свою дочь через год после исчезновения. Но все решили, что он просто не в себе. Думаешь, что пропавший Олег может быть тем самым? Кто знает. Но я уверена, что это все не случайные совпадения. Кать, спасибо, я дальше сама. Олег, Циань, ты куда?
там? Школа, в которой ты училась, 22:00 сегодня. Там будут все ответы. Ань, ну ты и дура. Зачем ты сюда приперлась? Тут есть кто-то? Ты пришла? Смело. Это ты писал мне? Не важно, кто тебе писал. Все это не важно. Кто ты? Когда-то меня звали Олег. Что? А сейчас у меня другое имя. Нет, это невозможно. Ты же исчез. Исчезнуть не значит умереть. Ты жив? Как? Да я никогда не умирал. Я исчез. Зачем ты позвал меня сюда? Чтобы ты узнала правду о Даше. О тех, кто пропал. О том, что ждет тебя. Что это? Список нового цикла. Те, кому сделали предложение. Те, кто принял. Те, кто отказался. Те, кому сделают. Да какого еще цикла? Что за бред ты несешь? Ты сумасшедший? Ты правда думаешь, что это бред? Цикл нельзя остановить. Вы убили Дашу? Она сама сделала выбор. Она сама себя убила. Я не верю тебе! Твое право. Но почему она? Почему я? Вы были идеальные кандидаты. Одинокие, без поддержки, искатели правды и наивные. Но Даша, она не такая. Она бы не согласилась на это. Именно поэтому ее больше нет. Они дали тебе выбор. Либо ты принимаешь задание и исчезаешь, либо как Даша. С меня достаточно. Мы не закончили, Аня, присядь. Открой. Билет. Новый паспорт. Деньги. Все, чтобы начать сначала. Вариант 1. Вариант 2. Вариант 3. Что это? Это те, кого ты можешь выбрать вместо себя. Вы что, убьете их? Серьезно, это игра? Нет, это социальный эксперимент. Какой еще эксперимент? На страх,
на выживание, на способность делать выбор. Это не первый раз и не последний. Это цикл. Они хотят знать, что ты сделаешь, когда окажешься перед настоящей дилеммой. И что все выбирают? Это не важно. Важно, что выберешь ты. А почему именно они? Ты не должна этого знать. Просто выбери. А если я этого не сделаю? Тогда они выберут за тебя. Ты тоже это делал? Да, делал. И кого ты выбрал? Пожилую женщину. Я не убийца. Я не буду этого делать. Я не буду играть в ваши игры. Ты уже часть цикла. Или ты выберешь, или станешь чьим-то вариантом. 1, 2 или 3. А если я выберу тебя? Я могу выбрать тебя? Чего ты молчишь? Значит, да. Не делай этого. Я выбираю тебя! Да ты не понимаешь, что ты творишь. Понимаю. Ты часть этого. Ты втягиваешь людей в этот ад. И Даша умерла из-за тебя. Ты правда веришь, что ты этим что-то изменишь? Да я просто не хочу быть чудовищем. Я не хочу, чтобы с этими людьми что-то случилось, как с Дашей. Нет, подожди. Мы можем... Оставьте меня в покое! Я спаслась или просто стала частью их системы? Кажется, все закончилось. На вокзал быстрее. Я переехала в другой город, сменила имя. Теперь я Даша. Ну а что, хорошее имя. Живу в уютной небольшой квартире с видом на парк. Каждое утро я просыпаюсь от солнечного света, пробивающегося через легкие шторы. И позволяю себе думать, что жизнь снова стала нормальной. Мое утро начинается с горячего кофе и тихой музыки. Я читаю новости, проверяю соцсети, отвечаю друзьям. Работаю в маленькой кофейне в центре города. Я познакомилась с новыми людьми, которые ничего не знают о моем прошлом. И впервые за долгое время я чувствую себя частью обычного мира. Я больше не думаю о той ночи, я не проверяю телефон на неизвестные номера. Я больше не живу в страхе. Думали, сейчас на телефон придет сообщение? Не угадали. Это я просто хочу вам напомнить, что нужно поставить лайк под этим видео и написать комментарий. Я их как бы читаю. Все, я спать, а вы приступайте. Так что, в пятницу все в силе? Ага, в 6. Алеша, будет? А если не будет, что, не придешь? Да нет, просто. Да не волнуйся, будет он. О, вон мое такси подъехало.
Даш, ты чё? Призрака увидела? Что? Ты чё бледная такая? Как будто призрака увидела. Да ничего, показалось. До завтра. До завтра. Нет. Нет, не может быть. Алло? Добрый день. Хотим предложить вам открыть в нашем банке. Успокойся. Все закончилось. Может, это сосед? Или курьер? Может, кто-то ошибся дверью? Все закончилось. Закончилось же. Добрый вечер, Аня. Кто вы? Я не Аня. Аня, Даша, неважно. Ты сделала свой выбор. Думала, можешь вернуться к нормальной жизни. Что вам нужно? Ты уже знаешь ответ. Все, что ты сделала, было частью игры. Но у тебя есть еще один шанс. Новое предложение. Ты можешь уйти или остаться. Я могу просто выбросить его, сжечь, сделать вид, что ничего этого не было. Ты думаешь, у тебя есть выбор? Бежать бесполезно. Все так делают. Я тоже пыталась. Они не выбирают случайных людей. Если тебе сделали предложение, надо выбирать. Цикл нельзя прервать. Почему я? Тебя же просили не задавать вопросы, не искать свою сестру. Ты не послушалась. Теперь хорошенько подумай. Ты чудовище. Я была тобой. Тоже думала, что все это страшный сон. Но потом поняла. Если ты не делаешь выбор, выбор делают за тебя. Все просто. Выбери и начни новую жизнь. Ты не можешь вернуться к жизни, которая у тебя была раньше. Теперь ты в игре. Я думала, что я жертва. Я была уверена, что со мной поступили несправедливо. Но в конце концов мне дали выбор.
Я сделала его. Теперь моя очередь давать этот шанс другим. Не, ну а что? Жизнь это и есть кино. Только не всегда с хорошим концом. Увидимся на другой стороне.